Час дня. Наверное, уже освободился. Пойду. Подожди, давай еще. Еще помолчим? Я могу тебе рассказать, как я здесь живу. А я знаю, как ты здесь живешь. Режим. Кормят неплохо. Даже завидую слегка. Давай поменяемся, а? А я не зарабатываю столько, чтобы так отдыхать. Узнать что-то у врача? Да, когда меня отпустят. Когда будешь готова? Я готова. Понятно. Я абсолютно здорова. Не сомневаюсь. Я серьезно. Мам, большое спасибо, что разрешила здесь подождать. Я пойду. Кристина, послушай. Я действительно в полном порядке. А с какого момента ты в полном порядке? М? Ты когда квартиру подожгла, ты уже была в порядке? Я понимаю, что это, наверное... Наверное. У меня был кризис. Я понимаю, что это, наверное, выглядит очень глупо и безответственно. Но я действительно сейчас в полном порядке и готова вернуться домой. Куда? Домой. В свой дом. Пожалуйста. Пожалуйста. Я тебя очень прошу. Я хочу домой. Я больше не могу быть здесь. Я не хочу. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Я хочу домой. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Нет. Я взрослый, самостоятельный человек. Я должна сама все решать. Да мне плевать, что ты там должна.
Хорошо. Я обещаю. Я буду внимательнее. 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 Хорошо. Хорошо. Внимательнее. А расскажи мне тогда, пожалуйста, а что ты будешь дома делать? М? Наверное, хочешь ремонт в квартире сделать, да? А деньги у тебя на это есть? Нету денег, да? Нет денег. А как ты себе это представляешь, а? Взрослый, самостоятельный человек. Я могу пока пожить у тебя. У меня пожить. Во! Здорово придумано, мам. Ну а что, я не могу пожить у тебя? Мы уже жили вместе, нам было хорошо. Нам же было хорошо. Значит, послушай меня очень внимательно, мама. Ты отсюда выйдешь только тогда, когда тебе врач скажет, что ты можешь отсюда выйти. А со мной ты жить не будешь. По одной простой причине. Я не хочу, чтобы ты со мной жила. Это понятно? Я не понимаю, за что ты со мной так? Как тебя зовут? Что? Очень простой вопрос, мама. Как тебя зовут? Хорошо. А как меня зовут? Громче, давай. Кристина! Кристина, я домой хочу! Я домой хочу. Они сказали мне, что я неправильная, что у меня неправильная группа крови, отрицательный резус. И это неправильно отказываться от кесарево сечения. Хорошо. Значит, я заслужила эту боль. Это мое, это мой опыт, моя боль. Без этой боли не было бы Аллы. Да и вообще ничего бы не было. А боль такая, что теряешь личность и становишься животным. И хочется уползти куда-то, где тебя не будут мучить, не будут разрывать твои внутренности. Хочется уползти и сдохнуть. Я просила врачей, я говорила им: пожалуйста, отпустите меня. Отпустите меня, пожалуйста. Зачем вы меня так мучаете? Я видела, как врачи испугались. В короткие передышки я видела на их лицах страх. Где Сережа? Где Сережа? Я хочу, чтобы Сережа был рядом. Я хочу держать его за руку. А потом опять накатывает такая боль, что я забываю все. Я забываю, как зовут моего мужа. Я забываю, кто я забываю вообще все на свете. А потом опять передышка. И я вижу, как ко мне наклоняется злое лицо врача, и он говорит: если ты, сука, не будешь тужиться, погубишь и себя, и ребенка. А я не могу. Я уже больше не могу. 15 часов прошло. Я просто больше не могу. И тут, видимо, из соседней палаты, я не знаю, но мне кажется, что это из соседней палаты. То есть это не здесь, а где-то там, за пределами боли.
я не жду в мире целом. У любви на виду, под прицелом, у судьбы на краю, в зимнем поле. Все стою и пою я от боли. Я чувствую, как между нами, между ей и мной натягивается тоненькая ниточка. От боли я пою, люблю. И тут я поняла, что эта боль и есть любовь, что меня просто затопило этой болью, этой любовью. И эти испуганные лица врачей, они куда-то уходят, а меня заливает свет и тепло. И тут я понимаю, что эта боль и есть любовь. И меня как будто бы заливает океаном этой любви. И я зависаю в этом океане любви и боли вместе со своей дочерью, которой сейчас точно так же, как и мне, страшно и больно. Но эта боль, как тайный знак в моей судьбе. О чем бы я ни пела, все лишь о тебе. Хотя бы раз еще успеть, да не сказать. Нет, не сказать, а просто спеть. И вдруг становится так хорошо. И куда-то уходят эти испуганные лица врачей, и все вокруг заливает светом. И становится светло. Кристина не кричит. Она смотрит на меня своими огромными, удивительными глазами. Внимательно смотрит. И я понимаю, что теперь это существует. Что это существует. И теперь уже навсегда будет между нами. Ничего я не жду в мире целом. У любви на виду, под прицелом, у судьбы на краю, в зимнем поле. Все стою и пою я от боли. От боли я пою, люблю. Tere! Tere. Teie olete vist Veera Mihhailova tütar. Jah. On nii, no väga tore. Me peaksime natuke rääkima ja siis paari asja arutama. Ja kui on vaja midagi arutada, siis ma räägin vene keeles. По-русски? Ну, я давно не говорил. Это не мой родной язык. Ну, справимся как-нибудь. Так. Да. Ну, когда все это началось? Я родился в советское время, к сожалению, и потому знаю, кто такая Пугачева. К счастью. Угу. Меня раньше звали Кристина по паспорту. Кристина, значит, это началось еще до вашего рождения, да? Или это совпадение? Какое к черту совпадение? Ну, менять имена – это что у вас такое? Семейное хобби
А это не ваше дело, Ну, собачье. если вы хотите, чтобы я лечил вашу маму, то... Да, хорошо, извините. Смотрите. Ее зовут Вера. А она очень хочет быть Аллой. Ну, потому что у нее на этом пунктике крыша поехала. А я просто не хочу быть Кристиной только потому, что у нее не все дома. Это понятно? Да, это понятно. Мне непонятно. Вот тут она подала заявление на изменение имени 2 года назад. Так это из-за переезда. Из-за переезда в Эстонию? Ну, у нее была работа там еще. Ее уволили. У нее фляга засвистела со страшной силой. Я подумала, что если я ее сюда перевезу, будет как-то попроще. Продали квартиру, купили в Таллине. Маленькую, ну, хоть как-то. А вы можете назвать какие-то этапные моменты развития нервного расстройства вашей мамы? Ага. В какой конкретно момент она решила, что она Пугачева, да? Ну, знаете, я не думаю, что вот все это так просто можно назвать. Ну, про работу я вам сказала. Так. А еще? Ну еще когда папа разбился. Папа. Выпил с друзьями, на полной скорости в фуру врезался. Она тогда не ела, не спала, я к ней приходила, у нее все время на повторе играла эта ее музыка. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, я так хочу, чтобы лето не кончалось, я так хочу, чтобы лето А не как кончалось. как вы попали сюда, в Эстонию? А это вам зачем? Ну, Замуж вышла за эстонца. Пара лет, потом разбежались. то есть вы думали, переезд будет влиять хорошо на вашу маму? Я думала, что здесь я за ней смогу присматривать. Когда вы ее выпишете? Не понял. Вы хотите, чтобы я ее выписал или чтобы ей стало лучше? Не понимаю. Ну, что для вас важнее, чтобы она быстрее вернулась домой или чтобы ей стало по-настоящему лучше? Слушайте, я не вывожу, если честно. У меня 3 работы, понимаете? И 2 раза в неделю ночные смены. И сейчас мне еще ремонт в ее квартире делать. А к себе я ее не могу забрать по разным обстоятельствам. И мне просто нужно понимать, сколько еще это тянуть. Потому что вечно я это тянуть не смогу. Если честно, я откровенно замудохалась, потому что у меня нет ни сил, ни времени, ни денег. Знаете, спокойно, просто спокойно. А не надо меня успокаивать. Я вам совершенно охренительные деньги плачу не для того, чтобы вы меня успокаивали. Потому что я вам не пациентка, вы мне не врач, вы мне вообще никто. Да, и вы не моя пациентка, но от вашего спокойствия зависит скорость, с которой выздоровится ваша мама. А я не хочу, чтобы это зависело от моего спокойствия. Тогда послушайте меня. Я хочу, чтобы вы, извините, Так. блядь, делали свою работу. Так, это моя работа. Если я говорю делать что-то или не делать, значит, это продиктовано моим опытом и моей практикой. Давайте сразу договоримся. Если вы хотите хороший, быстрый результат, я не буду уговаривать вас мне помочь. Это вам понятно? Понятно. Вот так. Ваша мать сейчас в отказе. И лечение, настоящее лечение, а не видимость, после которой уже через месяц будет новый срыв, начнется только после того, когда она признаст, я все время путаю, как это по-русски, признает или признает, как правильно? Признает. Признает. Вот когда она признает, что у нее проблема. Потеря социальных контактов – это лучшие условия для развития психоневрологических заболеваний. Если вы действительно хотите помочь, Хочу. то вам придется собрать остатки своих сил и стать частью того мира, где находится ваша мать. Основной частью этого мира. А нельзя и таблеток дать каких-нибудь?
А это значит, с ней надо говорить, надо общаться с ней, приходить сюда, находить общие эмоции. Ну, вспомните, что она любит, что ей нравится. А что смеетесь? Это от вас зависит. Только от вас зависит. Как сделать так, чтобы мир вашей мамы, этот реальный мир, где она находится, было бы для нее увлекательнее, чем ее воображаемый мир. Хорошо. А вы в этот момент что будете делать? Я? Денежки читать. Нет, я шучу. То же самое, что и вы. Кристина. Слушайте, все, чего я хочу, Нет, это чтобы вы делали свою работу, за которую вам платят деньги. Вы, а не я. И если так получается, что я живу при капитализме, я бы очень хотела, чтобы мои проблемы могли решаться деньгами. Да? я тоже. И еще. Меня зовут Катри. Дурдом. Вот так. Нельзя. Почему? Потому что мы никогда не находимся здесь и сейчас. Мы обычно то ли в прошлом, то ли в будущем, то ли еще в каком-то месте. И от этого теряется у нас тундликус. Это, как сказать, чувствительность, это чувство тела. Тактильность? Тактильность, именно, тактильность. И вместе с нею все то, что цепляет нас за жизнь, за людей. Но у вас абсолютно другой вариант. Вы можете остановиться и посмотреть по сторонам. Остановить этот поезд, спрыгнуть с этого сумасшедшего дома. Ну и посмотрите, как тут прелестно, да? Можно еще вот попробуйте вот так, например. Ну, не надо. Вот просто вот так, например, закройте глаза. О, слышите? По-моему, птички поют. Запах пошел. Запах приятный. Ветерок. Чьи-то шаги. Кто-то идет. И... Так. Куда вы идете? Куда вы? Куда вы? Я еще не рассказал про самую важную вещь, про свой секрет. У меня есть, ну, у нас тут есть свой такой личный и самый настоящий, ну, это, они маленькие, их много как-то. Ну, сипелька-песа по-эстонски. Ну, самый настоящий. Ну вот как муравей много, это их куча. Муравейник! Муравейник, вот, сипелька-песа. И самый настоящий. Вот если отсюда пойти налево, повернуть туда, то понял, мы туда не идем. Да. Ну, вы можете сами туда пойти. Вам надо просто пойти в сторону фонтана. Там, значит, такой центральный проход, ели. Там повернуть чуть, и вы видите, там лавочка. И можно вот сидеть на этой лавочке и бесконечно смотреть на муравейник. Мне нужна музыка. Так, ну а при чем тут это? При чем? Мне нужна музыка, а вы мне про какую-то сопельку пису рассказываете. Сипелька-песа. Сипелька-песа. Да, вот теперь правильно. Вот вы уже знаете Слушайте, мне эстонский язык. нужна музыка.
Вы понимаете, когда я слушаю музыку, я лучше думаю. Ну, это, Я не знаю, у меня настроение лучше. ну, это У хорошо. меня, знаете, вы меня только, пожалуйста, простите за такие интимные подробности, у меня даже пищеварение лучше. О, я как врач просто поздравляю вас. Это очень хорошо. Это супер. Если все так быстро. То есть не понимаете, да? Ну, вообще-то, да, мало что понимаю. Мне нужен доступ к музыке. Любой. Мне нужен плеер, мне нужен приемник, Да-да-да-да. наушники. Да-да. Мне нужны наушники, Да-да. телефоны, чтобы меня никто не контролировал. Да, Вера Михайловна, мы только что я говорил вам про то, почему на территории пансионата не разрешается электронное устройство. Я только что объяснил. Слушайте, Ну, знаете, а может, поможет, у нас есть фойе, там в одном месте есть телевизор. Можно смотреть телевизор. у вас там в фойе Да. телевизор работает только вечером. И все сидят и смотрят один единственный сериал, который называется «Инне Кольм Тейст». Да, единственный наш. Ну, я вас там никогда не видел. Я вот сколько хожу, вас никогда там нету. Вы, наверное, не ходите там. Так, Вера Михайловна, подождите, Вера Михайловна, так, все, я понял. Я подумаю, как сделать так, чтобы был бы... Так, Вера, ну подождите, ну куда... как сделать так, чтобы вы... Алла! Я, по-моему, придумал. Я читал в вашем досье, что вы прошли конкурс «Шоу Голос». Почти. Почти прошли отборочный тур. Да. Ну вот, и у меня в связи с этой идея. А что если устроить здесь концерт? Ну вот, просто здесь прямо усилиями наших пансионатчиков, и мы тут будем сидеть, а вы смогли бы нам что-нибудь спеть? Прямо здесь? Прямо здесь, да. Здесь. Да, вы на сцене. Вот, зал будет полный, и вы будете нам петь. И я смогу сама выбрать то, что я буду петь. Да, конечно, это полностью репертуар на ваш выбор. И меня никто не будет контролировать. Нет, свободная страна, пойте, что хотите. Ну, то есть мы можем пойти к муравейнику? Ну, хорошо, хорошо, пойдемте. Куда угодно. Да. Тере. Тере. Тере ванакере. Фу. Это тебе. Так держать. Да. Да, тут мужчины должны пройти, извините. Из магазина вышла, а там дождь. Включаю музыку на автомате. У меня тут режим такой есть.
Ты знаешь, у меня есть в наушниках такая кнопочка, нажимаешь и не знаешь, какой режим, какая песня следующая заиграет. Вот, и у меня... Что? Какая кнопочка? Да вот здесь. Вот здесь? Да. И включилась песенка про радугу. Там ее какой-то лягушонок поет, дурацкий. И знаешь, сразу настроение такое. В общем, я себе придумала, что если я по дороге к тебе увижу радугу, то все будет хорошо. Ну, естественно, никакую радугу я не увидела. И уже когда на территорию к вам пришла, смотрю, стоит садовник, газон поливает. И стоит прям посередине радуги вот такой. Вот, я даже ее сфоткала для тебя. Ну, в общем, на телефоне не видно, но она там была. Вот. А у меня для тебя еще вот что есть. Кружку я принесла и конфеты. Твои любимые. Золотой шар. Ну, не хочешь, ладно. Дай. Дай. Вот. Погуляем? Угу. Ой. Я понимаю, почему тебе здесь не нравится. Раньше ты иначе говорила. Да я вообще раньше много чего говорила, и не все из этого было... В общем, я была не права. Иногда. Иногда. А у меня парень новый. Его Мярт зовут. Эстонец. Это как ты поняла? М? Потому что Мярт, да. Я же ничего не сказала. Да просто мне сложно, мам, когда ты меня критикуешь. Просто у меня был парень, помнишь? В 10 классе у меня был парень, Паша. Я его к нам домой привела, а ты сказала, что он жалкий. Ты вот так на него посмотрела и сказала, ну какой-то жалкий. Я не помню. Так и сказала. И у меня от этих слов твоих, как будто бы что-то со зрением случилось. Я на него смотрю, а он реально, сука, жалкий. И когда он целоваться ко мне лез, у него эти губы, они как у лягушонка какого-то в трубочку сворачивались, и все это было противно, ужасно. Мне стало мерзко. И все у нас очень быстро закончилось. А раньше я этого не замечала. Я не помню. А я очень хорошо помню. Но я, наверное, ничего такого не имела в виду плохого. А он на самом деле очень хороший. И вообще не жалкий. Вообще ни разу не жалкий.
Паша? Мам, ты вообще слушала меня? Да мярт! Эстонец мой. Прости. Мы с ним познакомились в ночного клуба. Я вышла и смотрю, стоит красивый блондин высокий с мотоциклом. И, в общем, он меня хотел до дома довезти, а я не соглашалась. И, в общем, мы шли, а он ехал рядом так медленно, чуть не упал даже. Вот, представляешь? В общем, у нас сейчас такой период, что он часто у меня ночует, и поэтому Познакомишь нас? я не могу тебя сейчас к себе забрать. Поэтому. А не потому, что я не хочу. Вот. Понятно. Но мы же справимся. Справимся? Я радугу вообще-то видела. Да, конечно. Справимся. Куда нам еще деваться? Справимся? Слушай, я хочу тебя попросить. Может, одолжение мне сделать? Пожалуйста, принеси мне воды. Вот прям в эту чашку. Можешь? Подожди, у тебя же там в холодильнике... Что? Точно. У меня вода в холодильнике. Я это просто как-то, нет, я не забыла. Я помню, что у меня вода в холодильнике. Просто она в холодильнике, она, холодная, у меня горло. И поэтому я попросила тебя принести воду там Что ты прячешь? Где? В сумке. Что ты там прячешь? Ничего. Дай, пожалуйста. Да ничего. Дай, пожалуйста. Ничего. Если ничего не прячешь, дай, пожалуйста. Отдай. Кристина, не надо. Отдай. Катри, я тебя очень прошу, не Я надо. тебе сказала, Катри, отдай. Катри, я Отдай тебя очень сюда. прошу. Нет! Отдай. Нет! Нет! Ну и нахрена? Здесь скучно! И я подумала, что... Ты хоть знаешь, что это такое? Плеер! Сергеер! Это наушники, мама. Здесь скучно. Я подумала. Мне нужна музыка, понимаешь? Ты хоть... Ты сама мне показала, как они работают. Вот тут вот нажимаешь кнопочку, и музыка включается. Мам, ну лучше бы ты телефон сперла, честное слово. Ты понимаешь, что одно без другого не работает. Можешь мне по-человечески объяснить, зачем? У нас здесь будет концерт. Через неделю, в следующую пятницу. И я буду петь. И они мне нужны. Кто? Наушники кто? Нет, кто тебе разрешил? Врач. Врач, значит. Да, врач, значит. Он мне сказал, а не хочу ли я спеть? Вот здесь, перед всем залом, между прочим, вот так вот выйти на сцену и спеть. А я, знаешь, что ему сказала? Я сказала, нет, я не знаю. Потому что мне нужно посоветоваться с моей дочерью Катри. А он сказал, знаешь, что он сказал? Он сказал, не надо ни с кем советоваться, он не разрешает. Более того, мне это полезно, понимаешь? И мне нужно тренироваться и репетировать. Так что, пожалуйста, дай мне наушники. Врач, сука. Дай мне наушники, я сказала! Катри! Кристина! Только дети приходили ко мне домой. Только дети.
Всем остальным было вообще все равно. Я помню, как в учительской все смеялись над фразами из школьных сочинений. Сердце не давало опустить руки. Ах, как смешно! Какие глупые дети! Я смотрела на учителей, и это было как будто бы в немом кино. Злые взрослые люди смеялись. Некрасивые, злые лица морщились в гримасах смеха. Сердце не давало опустить руки. Какая настоящая, какая глубокая фраза. Дети. Мой класс. Они поддерживали меня, когда я пошла на это шоу. Куда уходит детство, в какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Они приходили ко мне домой. Девочки варили суп, мальчики баловались, спихивали друг друга с кресел в моей гостиной. Я была им нужна. И зимой, и летом небывалых ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. Кто-то донес, что дети прогуливают уроки, навещая уволенную учительницу с нервным срывом. Ко мне приходила завуч, говорила что-то. И это опять было как в немом кино. Я не слышала звука, зато я видела, как яркая оранжевая помада пачкает ее зубы. Детям запретили навещать меня. Куда уходит детство, куда ушло оно? Наверно, в край чудесный, где каждый день кино, где также ночью синей струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет. Я потеряла себя. Началась война. Я слушала Аллу. Алла, что мне делать с моей жизнью? И потом мне был явлен знак. Настоящая Алла. Покинула страну. И я поняла, что мне нужно делать. Мне нужно следовать за светом. За светом, который покинул эту страну. Это хорошо, это великолепно, это очень хорошо. Что хорошо? Очень хорошо. Когда она к нам пришла, у нее она была в большом, полной делирии. Ей было просто необходимо выговориться. Она постоянным потоком шла речь. Я сделал тогда несколько записей. Да я не об этом вообще. То есть я себя там буквально через колено ломаю, чтобы быть хорошенькой, миленькой дочерью, потому что мы с вами договорились, а вы? Да, это, конечно, бред. Но бред это удивительно логичный. Удивительно. И вот это внушает надежду. Это просто хорошо. Да какого хера-то хорошо, а? Какого хера хорошо? То есть я там с ней разговариваю, стараюсь ее не раздражать, стараюсь ее успокоить. Мамочка, мамочка, сю-сю-сю, ми-ми-ми. А вы, сука, как диверсант, ее еще во все это больше пытаетесь окунуть головой. Я вообще не понимаю цели ваших претензий, сути.
В чем дело? Не понимаете? Нет. Да я про концерт этот ваш блядский. Хо-хо. Так, откуда вы берете, что от этого негативный эффект? Откуда? Вы что, не понимаете? Вы не понимаете, что именно это ей надо? Включить Пугачеву и орать песенки по кругу, пока у нее мозги в овсянку не превратятся. Так, а почему? Где негативный эффект? Откуда это берется? Так вы же мне сами сказали. Что я вам говорил? Вы мне сами сказали, что Я- нельзя ее. Я ничего такого не говорил никогда. Вообще, может, вы не совсем поняли меня? Значит- Или мы не поняли Значит, совсем мы друг друга? не Да, поняли. может, мы не Значит, мы не поняли. поняли Да, друг друга. да А не, что надо, нам надо не сделать? надо ломать мебель. Я услышал, читал, что ваша мать, что она прошла конкурс «Голос». Прошла первый тур. Прошла. Ну вот. Вот, я про это. Прошла, очень хорошо спела. Ну, о чем вы? Ее даже позвали на второй тур. Она очень волновалась, готовилась. Конечно. Представляете, какую прическу себе сделала? Ну, можно Платье представить. сама шила. Сама шила. Вот пришла, готовилась за кулисами, очень волновалась и повторяла песню. И так случайно получилось, что ведущий, он забыл выключить микрофон. И она услышала, что они ее там, обсуждали. Говорили там, тетка старая, жирная корова в певицы лезет, ей бы домой борщи варить. Она собралась. Вышла на сцену. Ей уже было неважно, что они ее обсуждали, а она на сцене. Свет. Зрители. Музыка. И она... Ей не важно было, что они говорили, она просто уже... Я домой вечером прихожу, говорю: мамочка, милая, как все прошло? На следующий день дети спрашивают на уроке: Верочка Михайловна, а какая сегодня тема урока? Завуч, директор, все к ней приходили, говорили: Верочка, милая, чем нужно помочь и как, что нужно сделать? Домой ее отправили отдыхать, думали, поможет. А дома я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Так хочу, чтобы... Да черт ее дернул пойти туда! Нет, она сделала абсолютно правильный ход. Вы что, не слушали меня? Они же ее в порошок стерли. Но я не про тех людей, которые нанесли рану, я про вашу маму. Вот неправильно. See ei ole õige. See ei ole õige, kui inimese püüdlused nullitakse ära juba eos. Kui neile ei anta võimalustki realiseeruda. Püüdlused asenduvad siis lihtsalt millegi muuga. Mingisuguse väljamõeldisega, mingisuguste
fantaasiatega, unistustega millestki, lootustega, hirmuga. ja ühel hetkel kõik see unistuste ja illusioonide maailm tõmbab inimese reaalsest maailmast illusioonide maailma. Aga kui ta oleks laulnud, если бы она спела, вот если бы она спела, у нее был бы опыт самореализации, ей было бы легче отделить себя от этого двойника. Она была бы уже не тенью подражаемой богини, а обыкновенным человеком из плоти и крови, который поет, как умеет, и выглядит, как выглядит. Мое предложение выступить на концерте – это предложение сконцентрироваться не на мечтах, а на том мире, где находитесь вы. Я и она. Настоящая она, понимаете? Настоящая. Хорошо. Вот только у нее, если хоть еще раз это все повторится... Не беспокойтесь, все будет... Это не повторится, мы сделаем все, чтобы она чувствовала себя комфортно. Самое важное, надо дать ей быть такой, какая она есть. Свет! Мне Да, нужен свет будет. Мне Сейчас. нужен вот так вот прямо, чтобы Да, на да. меня вот тут вот на сцене Да. был направлен источник света. Да, я понял. Понимаете? Мгм. Просто, ну вот не здесь, а там. Вот так вот в этом месте был прямо сверху направленный луч света. Ну, свет будет. Потом вот так вот слева от меня темнота. Так. А вот там, вот где синенький крестик, вот там еще одно световое пятно, вот такой же направленный луч света, и там в этом световом пятне должен стоять микрофон, как для дуэта. Еще один микрофон. Да, Как для дуэта. да. Кому? Ну, это технический вопрос. Нам присоединить вот шнур, ввести в этот микрофон? Или он просто будет стоять пустым, без как бы образ какой-то? О, Здравствуйте. здравствуйте. Здрасте, как-то вы рано. Да мы просто не ложились еще и решили тебя вот навестить. Да. Ну, Ну, мы оставим этот вопрос на позже. Да. Ну. что, опять ночная смена? Значит, у нас через несколько дней концерт. Нам надо приготовиться как следует. Хорошо. Так что у нас концерт. Хорошо. Мам, это Мярт. Мярт – это моя мама Вера Михайловна. Теры. Тере. А можно я буду называть вас Март? Мне просто так привычнее. Март, апрель, май. Любой месяц весны. Катри, цветы. Вера Михайловна, мне... Лучше Алла. Какие цветы? Алла, это очень красивое имя. Котик, дай мне цветы. Ты не забрала цветы? Ах, ты ж котик и бормотик. Вера Михайловна. Алла, конечно же, Алла. Мы по дороге купили вам цветы. Шикарнейший букет, но кое-кто его забыл. Зайка, давай договоримся. В следующий раз я расплачиваюсь за покупки, а ты их забираешь. А? Ну, неважно. Неважно, мы же только познакомились. Мы вообще вам, знаете, столько будем цветов приносить, что вам просто некуда их будет ставить. Миллион алых роз. Ну что? Я, между прочим, очень уважаю творчество... Аллы Борисовны. Да. А вообще по дороге мы хотели купить вам бутылку самого дорогого шампанского.
ну так сказать, отметить знакомство, но и Катри сказал. И я понимаю, что здесь такие порядки, что не побалуешь. Но мы, девочки, с вами обязательно погуляем. Обещаю. Ага, да-да-да, вот смотрите, что у нас есть. Ваши, нет, наши любимые конфетки «Золотой шар». Извините, пожалуйста, а вы не могли бы их отнести ко мне в комнату? Я понял, сладкое на потом, фигуру бережем. 24-я палата. А мне больше нравится, когда это называют комната. 24-я комната. По коридору до конца и налево. 24-я комната. Комната. По коридору И налево. налево. Слушайте, ну, а пропуск? Не нужен. Не нужен. Я мигом. Эстонец. Ну что? Ничего. Да ничего. Да нет, я вижу, ты хочешь что-то сказать. Нет, я ничего не хочу сказать. Уверена? Да, все Да нет, хорошо. ты договаривай. Да все хорошо. Хорошо. Просто, извини, пожалуйста, сколько сейчас времени? 10 утра, мам. 10 утра. Понятно. Что тебе понятно? Не, ничего, все хорошо. Просто 10 утра. Мам, у нас был повод. Ну, мы с Мертом вместе как вместе. Ну, выпил Мерт бутылочку пива. Что такого? Да ничего, все Утром. хорошо, Что? все. Извини, он эту бутылочку пива утром выпил, да? Или, может быть, он ее одну с вечера тянул? Ну, выпил утром одну бутылочку пива. Подожди, а что тут такого? Мы вообще-то взрослые люди. Да, конечно, вы взрослые люди. Я вообще не имею права вмешиваться в вашу взрослую жизнь. Просто я кое-что вспомнила, извини. Мам, что ты вспомнила? Я про твоего папу вспомнила. От Сережи точно так же пахло по утрам. И что? И ничего. Ты помнишь, чем это закончилось? Кстати, где твой шлем? У Мерта. Вообще тебя не должно волновать, что мы, как мы, где мы. Пожалуйста, не лезь в мою жизнь. Ты ничего про нее не знаешь. Но я могу догадываться. Да сколько угодно догадывайся. Извини, пожалуйста. Вот это вот что такое? Вот это вот что такое? Откуда эти синяки? Это не важно. Это следы от пальцев. Еще раз я тебе говорю. Пожалуйста, не лезь в мою жизнь. Ты ничего про нее не знаешь. И я взрослый человек. Алла! 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 Это Алла! Слушайте, вы были правы. Это не комната, это не палата. Это минимум полулюкс, это Верукескус. Март, а где ваш шлем? Шлем Кристины. Мама. Кристины? Прошу прощения. Где шлем Катри? Шлем Катрия. Да, сейчас, одну минуточку. Так, да. Так, вот он же. Да. Оп. Это вам, а это вам. Присаживайтесь. А где ваш шлем? Это его шлем и... Это наш общий шлем. Мы всем делимся, правда? Ну, только не всегда, только когда дороги пустые. Ну, знаете, в магазин доехать и обратно. Да и вообще, у Катри так красиво волосы развиваются. Ей все завидуют. Кто завидует? Дороги пустые. Я завидую вам. У вас такая дочь. И место здесь, знаете, такое классное. Мне самому захотелось прилечь, А отдохнуть. когда синяки на ее руках видят, тоже завидуют. Мама. Какие синяки? Наверное, думают, такой мужик крутой. Сильнее наверняка, чем эта трепетная красотка. Какой мужик? Объясни, какие синяки? Да, там такое было. Это
Это моя вина. Моя вина, не уследил за женщиной. Я согласен с феминистами. Нужно больше времени, надо больше времени уделять на то, как ты выглядишь, на то, как ты... Пахнешь. Да, на то, как ты пахнешь. Это по Курабана. Мне отец подарил. Ну не уходи, он тоже ушел. Ну понимаешь, но это правда важно, как ты выглядишь, как ты пахнешь, какой у тебя блеск в глазах, понимаешь? Вот вы, Алла, несмотря вот на это все, вы очень очаровательная, милейший человек. Катри, ну что за синяки? Ну спрячь, убери. Тебе пример надо с мамы брать, да? Ты вообще-то в курсе, откуда эти синяки? Да, я в курсе. Я вспомнил. Что ты вспомнил? Подожди. Что ты вспомнил? Мы разве не должны? Нет. Давай мы в следующий раз придем Детка, дай мне шанс, и я всех сделаю счастливыми. Обещаю. Мертв. Алла. Мысль. Просто мысль. Не надо ничего решать сразу же. Можно подумать день-два. Мы же все люди взрослые Мертв. и ответственные. Если вам здесь нравится, но я вижу, что вам тут нравится. Классный санаторий, супер персонал, птички-синички, то в это надо вкладываться. Ну, я так считаю. Ну, я просто как человек бизнеса на это смотрю. Хороший товар надо брать. Вот, ну как? Нужны деньги, девочки. И деньги, надо сказать, немалые, потому что, ладно, месяц, ладно, 2, ну а если годы? Годы? Да, конечно, годы, вы в супер форме, вам жить еще и жить, Нет, мы с Катри хотим, чтобы песня не кончалась, чтобы она за нами мчалась, за нами вслед. Хватит, все. Зайка, взрослые люди разговаривают и договариваются. Главное же мирным образом договориться, правильно, Алла? Ты уже один раз договорился, хватит. Аля это знать не обязательно. Аля обязательно лечиться, пить таблетки. Я не знаю, что, я просто хочу помочь. Ну как? Окей, если ты сейчас не уйдешь, я ухожу сама. Всем пока. То гуляй пока, котик. На чем мы Ты остановились? офигел, ты уходишь со мной. Ну куда ты меня тащишь? Ну ты думаешь, Али неинтересно знать, что я предлагаю? Ей не интересно. А я предлагаю интереснейшую вещь. Нет, пускай он договаривает, я очень хочу. Вот, вы только послушайте, потому что я действительно предлагаю отличнейшую вещь. Смотрите. Лучше, чем мы будем искать деньги на ремонт вашей квартиры. Мы с Катри. Катри кто? Ваша дочь, я кто? Никто, не важно. Катри это, а мы законные... Мы с тобой это не обсуждали. Неправда. Это неправда. Мы обсуждали, и ты сказала, что... Я всего лишь сказала, что если вдруг это надолго, нам стоит просто подумать. Подумать, и я подумал, но вы же ни о чем не можете думать. Ну, просто столько всего происходит, тут надо успокоиться, тут надо попить таблеточки, то все, 5-10, короче. Мы продаем вашу квартиру, и вуаля! Вуаля? Да, и в дальний путь на долгие года, та-да-да-дам. Ну, это же тоже Пугачева. Нет, блин, неважно. Важно то, что вы ни за что не платите, проводите здесь столько, сколько захотите. Ты не имел никакого права об этом говорить без меня. Зойка, мяу-мяу-мяу, я же здесь, котик, ну что ты? Ну я же здесь с тобой, солнышко. Да, кстати, Алла, а если вы переживаете за вашу дочь, то это как раз будет вложение в вашу дочь, потому что придут снова какие-то люди, будут хватать ее за руки, останавливать синяки у нее, у меня, у вас, о боже мой. Нет, я сказал им, дайте мне неделю, я решу. И вот же это решение этой проблемы. Вы в своей прекрасной комнате, мы спасаем наш бизнес, крутим деньги, зарабатываем. О боже мой, и кто знает, может быть, в конце концов, мы выкупим этот пансионат в свою собственность. Ну что, по рукам? Если ты сейчас немедленно не заткнешься. Я просто оставил это тут. Может быть, завтра. Ну, в крайнем случае, после. Твою мать, ты уйдешь или нет?
До свидания, Алла Михайловна. Мамочка, прости, пожалуйста, я не хотела, чтобы это так прозвучало. Прости, пожалуйста. Не приближайся ко мне. Не приближайся ко мне. Я правда не хотела, прости меня. Не приближайся ко мне! Пожалуйста! Все. Уходите быстро. Так, Что с ним такое? так, дышите. Вдох ртом, выдох нос. Так, слушай меня. Если ты не будешь делать то, что я тебе скажу, все повторится. Не будет никакого концерта, будут таблетки. Ты будешь просто лежать в постели и все. Дыши. Так, все. Дыши, молодец. Все, молодец. Во всем, что случилось потом, я обвиняла только ее. О, как я ее обвиняла. Ты почему меня оставила одну в чужой стране? Ты пела для меня, я тебя слушала. А ты меня бросила. Я последовала за тобой, а ты меня бросила одну в чужой стране в полном одиночестве. Ну и что мне теперь делать? Все, моя жизнь закончена. Что мне остается? Закрыть окна, двери, включить газ. И не мешать никому. Что я и делаю. И сразу так тихо, так одиноко, так страшно, так темно. И тогда я включаю музыку. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня, кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Но это же неправда. Ты могла остановить войну. Ты точно могла. Ты вообще можешь все. Ты можешь изменить мир. Ты можешь восстановить справедливость. Ты можешь вернуть детям родителей. Ты можешь сделать так, чтобы никто не страдал. Одной песней, одним словом. Мы все у тебя в руках. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся, а мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Я теряю сознание, и тут в моем воспаленном мозгу мелькает мысль, а точно ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Не ей, вот. Она разговаривает со мной, она говорит, что мне надо делать. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один лишь только путь в мелькании дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Трудно, но не невозможно. Прости меня. Прости меня, пожалуйста, что я так мало верила в тебя. Прости. Теперь я окончательно все поняла.
Это я должна стать твоим голосом. Это я должна стать Аллой, которая может изменить все. С этого момента я все помню урывками. Помню, что я надела платье, но это было совсем не то платье, совсем не то платье. Потом свечи и дым. Много дыма. Но мне нужно еще больше дыма, еще больше дыма. Крики – это толпа. Нет, это не толпа. Это все они. Это они помешали мне сделать то, что я задумала. Они заперли меня в темницу. Но я вырвусь. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Я придумаю мир заново. Обещаю. Извините, пожалуйста, а можно как-то нормально светить? Ну, правда. Ну, это я к вам обращаюсь. Можно как-то нормально светить? Ну, как вы работаете со светом? Ну, вроде профессионалы, правильно? Я же вас просила направленный луч света, а не вот эту вот заливку в конце концов. Ну, что же это такое, а? Ну и музыку можно как-то давать, не так, чтобы она лупила по ушам в конце Выключите концов. музыку. Нет! Не Пожалуйста, выключайте музыку! пожалуйста. Вообще, кто вот Выключите это сюда музыку. пустил? Я вас спрашиваю, кто Дай это мне- сюда Дай пустил? мне 10 минут. Дай мне 5 минут, пожалуйста, я уйду, обещаю. Пожалуйста, пожалуйста. Выключайте музыку! Выключайте музыку, я сказала! Через полчаса продолжим. Нам еще стулья расставить надо нормально для гостей. У тебя 5 минут. Можешь начинать. Время пошло. Я, наверное, я точно знаю, что со мной не так. Как будто бы у меня в груди какой-то нервный, испуганный зверь, который скачет. Я это так ощущаю. Он не всегда во мне был, знаешь, я помню время, когда все было хорошо. Такое воспоминание. Мне страшно. Я не могу уснуть. Под кроватью что-то страшное. И лампа, она как колючка в глазах. И ты приходишь и садишься на краешек кровати и поешь мне песенку о том, что все мои страхи должны куда-то исчезнуть. И я не помню слов, я помню, что мне просто становилось хорошо. И лампа, и свет от лампы вдруг становились золотыми, и ты пела мне песенку и обнимала меня. И ты пахла, как мир. Ты пахла миром, правда. И мне было хорошо и тепло. А потом много всего случилось, ты сама знаешь, и если что-то не так, этот зверь внутри меня, он злится и скачет, и хочет разорвать меня изнутри. И я скачу вместе с ним, и я говорю и делаю ужасные вещи просто для того, чтобы он меня не разорвал. И каждый раз, когда на тебя смотрю, я хочу спросить тебя, почему нельзя вернуться туда, обратно, где все хорошо, где золотая лампа, где ты пахнешь миром. И я знаю, что это невозможно, что и мне очень от этого больно. И я делаю тебе тоже больно. Просто как будто бы я хочу наказать тебя за то, что я потеряла. Помнишь историю с Пашей в 10 классе? Помнишь? Вот мы ехали домой с Мертом. Я на него посмотрела, и я поняла, что это не я его выбрала. Это не мой выбор. Это выбор зверя.
Потому что зверь знает, что мир жестокий, что мир несправедливый, что любви не существует. И если у меня и может быть хоть какой-то мужчина, то он должен быть точно таким же, как этот мир. Потому что я просто плохая, и другого я не заслуживаю. Потому что я плохая. Ты не плохая. Я плохая, я это знаю. Но я сказала своему зверю, я так хочу, чтобы в этот раз было хоть немного по-другому. Все. Это все, что я хотела тебе сказать. Мои 5 минут закончились. Спасибо. Но это были очень важные для меня 5 минут. Кристина. Да я Катри, ты запомнишь уже наконец или нет? Прости, пожалуйста, прости меня, прости. Это мой зверь, прости меня, пожалуйста. Это мой зверь. Катри. Конечно, Катри. Я не знаю, что сказать. Ты знаешь, я, наверное, очень плохая мать. Ужасная. Но мы же с тобой семья. Да? Да. Может быть, знаешь, может быть, мы с тобой просто плохая семья. Ну, так в конце концов бывает. Но мы же с тобой семья. Может быть, да. Да? Да. Все будет хорошо. Мертв сразу забухал, мам. Когда я его послала, он сразу забухал. Я думала, что он сильный, а он такой же слабак, как и все остальные. Котечка моя, прости меня, пожалуйста, за то, что меня не было рядом. Прости меня за то, что я оставила тебя одну в такое трудное время. Котечка моя. Все плохое позади. Начинаются хорошие времена. Остается у нас с тобой впереди только хорошее. Правда? Угу. Мы будем жить вместе. Ты будешь жить со мной, как раньше? Да. Я буду жить с тобой. А ты мне в этом поможешь. Хорошо. Я люблю тебя. О, Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Я хотела вам сказать спасибо. Да, за что? Я вам не верила, а ваш способ, он сработал. Ну, спасибо. Я, знаете, что подумала? А не нужен этот концерт. Он ни к чему.
Почему? Ну, как я чувствую, что сейчас она в хорошем состоянии. И как вы тогда сказали, она сейчас здесь целиком и полностью в реальном мире, и ее же в этом состоянии нужно поддерживать. И Понятно. она сейчас в том мире, где вы, я и она настоящая, я это вижу. То есть вы это видите, да? Хорошо. А вот вы можете напомнить мне, как прошла ваша предыдущая сцена? Ну, когда вы еще поссорились с мамой, помните? Ну, там был Мярт. Да, Мярт был, и что Мярт сказал? Ну, у него был план. Вы его не помните? Не. Я могу напомнить. У него был план достать документ, бумажку про ее невменяемость, продать ее квартиру, Нет. оставить ее здесь на некоторое время, может, навсегда. Нет, это не был никакой план. Послушайте, мы ошибались, я ошибалась, Ну, хорошо, я это хорошо. признаю. Хорошо. Вы ошиблись, но это не проблема. Дело не в этом, а в том, что ваша мать услышала это. Я не понимаю, почему вы это. Почему вы решили, что она не симулирует нормальность? Только с одной целью, чтобы вы не привели ваш план в действие. Она очень испугалась. И я вместо нее вел бы себя таким же образом. Нет, она не притворяется. Это ваше слово против ее слова. Да почему это мое слово против вашего? Послушайте, все, что с ней случилось, это только моя вина. Потому что я ее оставила. Но я же сейчас не собираюсь ее бросать. Я вам расскажу одну историю. У меня коллега, и у него сын был. Сын, и вот так получилось, что мой коллега, он слишком много времени тратил на работу, а не на сына. Тот отбился от рук, стал наркоманом. А мой коллега, врач, вот когда он хватился, было уже поздно. И когда он осознал всю глубину проблемы, он понял, что выход остался только один. Заключить своего сына в изолятор принудительного лечения. И что? Тут надо сказать, что тот врач, он сам тоже чувствовал вины, в том, что случилось, так же, как и вы. И вот именно это чувство вины заставляло его оправдывать своего сына. Он решил встретиться с ними, и рассказал про изолятор. Получился такой разговор между ними, которого, может, давно уже не было. Может, никогда. Отец и сын. Никто никого не винил. Оба в тяжелой для обоих ситуации. И вот, как вы сказали, вы чувствуете свою мать, да? Чувствую. Надо. Тот врач, он тоже чувствовал всем сердцем. И сын чувствовал. Папа, не надо изолятора. Я сам справлюсь. Теперь, когда ты все знаешь, ты ведь за моей спиной, и, значит, я сам все сделаю. Дай мне шанс. К чему вы мне это рассказываете? К тому, что врач поверил. Он побежал в магазин, чтобы купить торт.
Прага, которую они очень любили, ну, чтобы отпраздновать этот день воссоединения, когда они опять поняли друг друга. Вот, и когда врач вернулся, то сына уже не было в живых. Ну, это другое. В смысле другое? Но я же чувствую, что это другое. Так я же тоже про тот врач, который... Я про него, он ведь тоже чувствовал. Слушайте, все, хватит. Да. Отдайте всё, мне, хватит. пожалуйста, Да. бумаги, документы. Мы уезжаем. Я всю ответственность беру на себя. Все. Да, вы правы. Вот вам документы. Так, мы сейчас пойдем к вашей маме. Она, по-моему, репетирует. Хорошо. Да, пойдем. Так, а вот вы, когда обычно приходите, вы приносите ей какие-то там фрукты, конфеты? Конфеты. Конфеты, да. Да. Вот, по-моему, золотой шар. Золотой шар. Да. А вы видели когда-нибудь, как она их ела? Да, нет. Или вы не помните? А почему вы спрашиваете? Ну, я просто сказал своим, помощникам, персоналу, что они докладывали бы мне о разных странностях пациентов, и тут мне вдруг сообщают, что из 24-й палаты комнаты выносят ведрами шоколадных конфет. Подождите, она их не ест? Похоже, не ест. Она их выбрасывает? Похоже, выбрасывает. Я не понимаю, зачем, ведь она им так радовалась. И... Ну да, конечно, радовалась. Потому что они были ей нужны. Вот для чего. А что это? Как что это? Платье Примадонны. В ней она будет спасать мир. И что? Как что у нее уже сначала у нее был план от начала до конца полностью продиктован болезнью. Это значит, что все ваши эти разговоры, откровенность, все это не стоит ни гроша. Потому что в это же время у нее в голове растет и растет нечто такое, чему плевать на вас, на вашу откровенность, на ваши отношения, на все. И вот это, что растет, оно растет, и готово вырваться. И потому я очень вас прошу, не мешайте мне, пожалуйста, заниматься моим профессиональным делом. Не вмешивайтесь в дела, в которые вы вообще ничего не соображаете. Заниматься моим делом – это значит лечить пациента. Послушайте, ну Это вы меня послушайте! Ваша мать, Вера Михайловна, она останет, как правильно по-русски останется или остается? останется. Значит, она останется здесь до тех пор, пока я лично не скажу, что она может покинуть наше лечебное заведение. Только тогда, не раньше, вам все понятно. Понятно. А что это вы тут в темноте сидите? Вот. Мам, а что это за платье? Зачем оно тебе? Ну, это мое концертное платье. У меня его не было, и я подумала. А зачем тебе этот концерт? Ну, Вера Михайловна, скажите дочери, зачем вам этот концерт? Я не понимаю вопрос. Хорошо, я сформулирую его иначе. Ваша дочь хочет вас отвезти домой навсегда, что и вы наверняка хотите.
Я думаю, это неплохая мысль. Значит, и в связи с этим у меня предложение. Мы отменяем концерт, и вы едете домой. Поехали. Или мы играем здесь концерт, и вы остаетесь здесь, я понаблюдаю за вами еще 3-4 недели, может, месяц. Слушайте, ну, если меня надо наблюдать, то давайте наблюдать. Что и требовалось доказать. Доченька. Ты меня обманула. Нет. Котечка моя. Ты мне врала. Ты же мне сказала, что мы будем жить вместе, как раньше. Доченька моя. Доченька. Ты мне врала. Нет. Доченька моя. Ты меня обманула. Ненавижу тебя. Будь ты... Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось, за мною вслед. Сегодня все состоится. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось, за мною вслед. Сегодня я изменю мир. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось, за мною вслед. Все зависит только от меня. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось, за мною вслед. Все будет снова хорошо. Снова будет любовь. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Война закончится. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Мертвые воскреснут. Вернется Сережа. Я так хочу, У меня снова будет работа. Дети меня вспомнят. я так хочу, Кристина полюбит меня. я так хочу, И Алла придет. я так хочу, Придет я так хочу, и обнимет меня. я так хочу, я так хочу, я так хочу. Почему я здесь? Потому что здесь тихо. Ну, здесь, я имею в виду, под водой. Там наверху идет война. Там слышны взрывы, стрельба, крики, ругань. А здесь под водой тишина. Слушайте, может быть, нам всем стоит переселиться сюда, под воду, навсегда. Вот вы. Да, вы, скажите мне, что ценного в этой боли? Ну, зачем нужна эта боль, которую нам причиняют люди, которые нас окружают? Что нам дает эта боль? Делает нас лучше? Боль? Серьезно? Вы правда думаете, что боль делает нас лучше? Я всю жизнь была окружена людьми, которые корчились от того, что у них были уязвимые для боли места. И вот сейчас отсюда, из глубины, из-под воды, я смотрю на этих людей, а самое главное, я смотрю на себя, и я не могу понять.
Я не могу понять, почему в течение стольких лет я совершенно добровольно выбирала вот это. Терпеть боль. Жизнь на глубине – это тишина и скольжение. О, видите, мимо нас проплывает гренландская акула. Она здесь, на глубине, живет 150 лет. В холоде и покое. И умирает лишь потому, что в какой-то момент решает, что жизнь должна закончиться, и больше ни почему. Там наверху идет война. Эту войну сдует ветер и огонь следующей войны. А им на смену придет третья, может быть, окончательная. И вот пока этот мир не погиб, люди будут рождаться, страдать, умирать. А самое главное, они будут причинять друг другу и самим себе боль. Бесконечные поколения жестоких и сладострастных палачей, которые радостно пытают сами себя. На моих гранях отражаются приглушенные блики света. Я ничего не чувствую. Ничего. Это хорошо. Это правильно. Так и надо. Так и надо. Вера Михайловна, вам телефон. Какой телефон? Мне нельзя телефон. Надо говорить. Я не могу потом. tere õhtust, head sõbrad! Mul on hea meel, et teid on täna siin nii palju meie tänasel improviseeritud kontserdil. И это срочно. Я не буду. Ma tahaksin julgustada meie pansionaadi tänaseid esinejaid, meie tänaseid staare. Это очень срочно. Потом. Это Потом. Loomingulisus, see on inimese eneserealiseerumise alus. Võiks isegi öelda, et loomingulisus ongi kontakt maailmaga. Ja nüüd ma tahan loovutada oma koha meie pansionaadi andekale artistile, Vera Mihhailovnale, kes esineb täna pseudonüümi all Alla ja laulab meile laulu laevast, mis kohtub merel ja ükskõikse jäämäega. Palun lavale Alla! Me palume lavale Алло, да. Вера Михайловна, вас беспокоит из 17-го госпиталя. Куда? Ваша дочь Катри находится в реанимационном отделении. Автомобильная катастрофа. Она ехала на мотоцикле с молодым человеком. Погодите. Молодого человека, к сожалению, не удалось спасти, но ваша дочь находится сейчас в ужасном состоянии. Проблема в том, что у нее редкая группа крови. И прямо сейчас мы испытываем сложности. Не слышу, повторите. Можете ли вы прямо сейчас приехать к нам? Вы меня слышите? Это вопрос жизни и смерти, Вера Михайловна. Алло. Алло, вы меня слышите? Нет. Я не понимаю. Алло. Я не могу, я занята. Спасибо. Что она ответила? У нас занос слизистых. Интубация. Бронхоскоп сюда. Кислород. Давление падает. Кажется, почки не справляются. Пульс, скажите. Брадикардия. Так, еще раз. Еще раз. Капельницу. Следим за давлением. Зрачки. Нет реакции. Давление продолжает падать.
Выключите музыку! Выключите музыку! Выключите музыку! Что случилось? Я должна ехать к дочери. Вы с ума сошли? Она попала в аварию. У нас охрана на выезде. Она умирает. Я должен позвонить в клинику. У меня почти нет времени. А почему я должен вам верить? Вы больны. Больны. Скажите, пожалуйста, если бы у вас был шанс спасти вашего сына. Кто вам это рассказал? Если бы у вас был шанс спасти вашего ребенка, вы бы воспользовались им. Пожалуйста, дайте мне мой шанс. В заднем дворе моя машина, белый Volkswagen. Вы пригнетесь, когда мы будем проезжать КПП. Спасибо. У вас 5 минут. Спасибо. Мам. Какая ты красивая. Котечка моя, ты проснулась. Девочка моя. Спи. Не надо сейчас разговаривать. Не надо сейчас разговаривать. Набирайся сил. Грусть должна утонуть. Та песенка. Я вспомнила. Чтобы мои страхи исчезли, грусть должна утонуть. Под черной водой. Хочешь, я прямо сейчас тебе спою эту песню? Да. Ты будешь спать, а я буду петь. Спи, моя любимая. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали под черною водой. Мам, а она с тобой? Кто? Нет, нет, мы с тобой вдвоем, только ты и я.